Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про парад броневиков. А почему? Можете посмотреть это видео до конца и понять всю суть. А также я вам расскажу, как готовится техника к параду и что происходит за 10 минут до появления техники на Красной площади. Поехали! Парады после начала боевых действий в Восточной Европе стали довольно скромными, но все равно попадаются очень интересные образцы. И в этом видео вы увидите полный обзор военной техники, которая будет участвовать в Параде Победы 2024 года. Репетиция парада – это очень яркое событие в жизни Москвы, и поэтому я рекомендую обязательно посетить это мероприятие как москвичам, так и гостям столицы. А в этом году я заняла очень правильную позицию для съемки – около метро Маяковская, в том месте, где техника съезжает с Садового кольца на Тверскую улицу. Первыми на репетицию приехали машины технического сопровождения, и самый яркий образец – это БРЭМ-1, и в случае чего именно им будет оттаскивать заглохшую гусеничную технику. Также прошли и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ на базе Урал-53-23-62. Вообще колонна со вспомогательной техникой мне кажется наиболее интересной, а следом прошел запасной полноприводный тягач на базе КАМАЗа с прицепом тралом и еще один БРЭМ-1. В колонне машин технического обеспечения прошел и самый необычный участник репетиции парада – полноприводный автомобиль БАЗ в бортовом варианте. И БАЗы часто можно увидеть в варианте сидельного тягача или же эвакуационной машины, а бортовые варианты встречаются довольно редко, поэтому я на этой машине заострила свое внимание. И, наконец, пошли участники парада, ветераны Т-34, и говорят, что это не самый оригинальный Т-34 времен войны, а это машина чешского производства. Но самое главное, мы сейчас увидим первую новинку парада – обновленный сидельный тягач КАМАЗ с обновленной облицовкой кабины. Именно такую машину я и запечатлела на прошлогоднем форуме «Армия-2023». Первая колонна прошла, и мы можем немножко передохнуть. Кстати, чтобы не пропускать новые видео с этого канала, я рекомендую подписаться и поставить лайк этому видео. А скоро я выложу архивное видео с репетицией парада 2021 года, и вы сможете сравнить масштабы двух этих парадов. Вторая колонна крайне интересная, и это резервные машины на случай того, если кто-то из их собратьев заглохнет. То есть это по сути демо-версия всего парада. И тут мы можем увидеть и БТР-82, который возглавляет каждую группу машин и служит знаменосцем. Следом идет колесная БМП «Бумеранг» с красным знаменем, и далее проходит бронеавтомобиль «Феникс». Его можно спутать с медицинским броневиком «Линза» из-за высокого кузова. А это новинка парада этого года. Это двухосный бронеавтомобиль ВПК «Урал». Ну и как же без обычных «Тигров»? Ну а это запасные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-400. И также проходят резервные машины тактического ракетного комплекса «Искандер». И еще один «Бумеранг» и ВПК «Урал». Ну а это очень интересная машина, это весогабаритный макет пусковой установки стратегического ракетного комплекса «Ярс-М». И он проходит впереди колонны этих машин и проверяет дорожную инфраструктуру на то, чтобы основная машина смогла бы пройти по габариту и по весу. А это очень интересная машина, и это цистерна, но с чем? А если вы знаете ответ, то напишите об этом в комментариях. А правильный вариант я раскрою в видео, но чуть позже. И я не смогла пройти мимо главного героя парада УАЗик-Буханка, и это один из основополагающих автомобилей современной армии, и они обязательны на любом мероприятии. А многие из показанных на параде машин и комплексов вы можете увидеть в миниатюре на моем втором канале. А буханок я собрала довольно много. И настал черед основной колонны участников парада. Сразу после единственной Т-34 пойдет колонна бронеавтомобилей «Тигр». И это не самый типичный для современных боевых действий вариант броневика. У него нет защищенной башни, а орудовать вооружением в такой конфигурации не самое безопасное решение для стрелка.
Идет колонна бронеавтомобилей ВПК «Урал». Это новинка парада этого года. Такие машины были показаны на форуме «Армия» в прошлом году. В основе броневика лежит полноприводное двухосное шасси «Урал». Колонну «Фениксов» возглавляет БТР-82, а «Феникс» — это модернизированный импортозамещенный вариант младшей версии «Тайфуна». И, видимо, чтобы не путать двухосную машину со старшим трехосным «Тайфуном», после модернизации его переименовали в «Феникс». И чисто визуально это была самая большая колонна. Следом на Тверскую улицу выезжает защищенный бронеавтомобиль ЗСТС. Да, это еще один вариант бронеавтомобиля, но уже более крупный и трехосный. Выезжает парадная колонна пусковых установок комплекса «Искандер-М». И следом следует колонна С-400, также в сопровождении БТР-82. Главная машина почти любого парада в Москве – это пусковые установки ракетных систем Ярс-М. И завершает парадную колонну группа боевых машин пехоты «Бумеранг». А теперь давайте пройдемся по Тверской улице и посмотрим более подробно на каждую из машин. БТР «Бумеранг» был создан для замены устаревшего БТР-80 и должен стать ключевым элементом мотострелковых соединений в российской армии. 30-тонная восьмиколесная машина с необитаемой башней, 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами, впервые появившаяся в одном строю с танками и тяжелыми БМП на платформе «Армата» на брусчатке Красной площади в Москве в 2015 году и принципиально отличается от всего, чем российская армия пользовалась до этого. Максимально близко к «Бумерангу» стоит только одна машина прошлого поколения. Это защищенный бронетранспортер БТР-90 «Росток». Российский стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами заступил на боевое дежурство ракетных войск стратегического назначения в 2009 году и пришел на смену комплексу «Тополь-М», являясь его дальнейшей модификацией. Сегодня РС-24 является самым массовым ракетным комплексом в войсках и составляет важный компонент ядерного щита Российской Федерации. Однако еще ни разу в истории наша страна не применяла атомное оружие в боевых целях против противника. Свои сверхмощные возможности российские ядерные ракеты демонстрируют на полигонах во время испытаний. А вот и ответ, зачем нужны были эти цистерны. С них солдаты наливают воду в пластиковые ведерки для того, чтобы подготовить машину к параду, смыть пыль, которую они получили во время марша по улицам Москвы.
Автомобиль, лишенный вооружения, с цилиндрической цистерной, наиболее известный как боевая машина сопровождения, агрегат колонны технического замыкания или габаритно-весовой макет, и она предназначена для сопровождения колонн ракетных комплексов и разведки маршрутов следования, и эвакуации тяжелой автотехники, а также обучения механиков-водителей пусковых установок и подготовки боевых расчетов ракетных систем. В РВСН эта машина носила разные обозначения и выполняла самые разнообразные функции. Обычно она замыкала колонну с пусковыми установками, оправдывая свое наименование «боевая машина сопровождения» или агрегат технического замыкания, обеспечивающий аварийную буксировку и эвакуацию тяжелой поврежденной техники. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» – это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения. Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых и тактических и оперативно-тактических баллистических ракет в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также природно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии. Бронетранспортер БТР-82А предназначен для транспортирования личного состава мотострелковых подразделений при совершении марша или маневра войсками, включая преодоление сходу водных преград, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, мин и осколков. БТР-82А является результатом модернизации бронетранспортера БТР-80А с целью улучшения его основных тактико-технических показателей и эксплуатационных характеристик бронетранспортера за счет применения в его конструкции силовой установки увеличенной мощности и установки стабилизатора вооружения, а также комбинированного прицела, доработки узлов трансмиссии и ходовой части. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей противника. Объектами его удара могут быть позиции вражеских ракет, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, расположенные на аэродроме самолеты и вертолеты противника, его командные пункты и узлы связи. Все такие цели «Искандер» достает с расстояния до 500 километров. И это единственный в мире оперативно-тактический ракетный комплекс, на котором применяются как баллистические, так и крылатые ракеты. Разработкой нового броневика ЗСТС «Защитное специальное транспортное средство» занимался завод «Ремдизель» из города Набережные Челны. Он имеет большой опыт в деле создания и производства современных бронеавтомобилей, которые и использовал в новом проекте. Броневик создавался по заказу одной из силовых структур из Чечни, и в связи с этим готовый образец получил неофициальное название «Ахмат». Целью проекта ЗСТС является достижение всех требуемых характеристик с использованием простых решений. За счет этого планировалось ускорить разработку и подготовку производства, а также упростить выпуск серийной техники и уменьшить ее итоговую стоимость. И, как сообщается, все эти задачи были успешно решены. Ремдизель также завершил импортозамещение автомобиля Тайфун К-53-949, и машина получила название «Феникс». Специалисты компании провели большую работу по модернизации бронеавтомобиля Тайфун К-53-949, внеся некоторые изменения в конструкцию и избавив его от импортных деталей. Как заявили в компании, корпус новой модели адаптирован к серийному шасси, что делает сборку броневика гораздо дешевле и быстрее. Ранее для Тайфуна К-53-949 собирали специальное шасси. Бронеавтомобиль Тайфун К способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км в час. Запас хода составляет 800 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов. Специальные подразделения российской армии стали использовать новый многоцелевой бронированный автомобиль АМН 590951 ВПК «Урал» для участия в боевых действиях на Украине. Этот броневик был специально модернизирован с учетом полученного опыта использования легковой бронетехники и в Сирии, и на Украине. Главная особенность бронемашины ВПК «Урал» – это хорошая защищенность. Его корпус имеет 5-й уровень защиты. При необходимости его даже можно увеличить до 6-го. Для рассеивания ударной волны дно боевой машины имеет V-образную форму, что позволяет выдержать взрыв 6 кг тротила под колесом или же под днищем. В
машине имеются противоминные кресла. Всего машина перевозит 12 спецназовцев. ВПК «Урал» можно использовать не только как автомобиль для спецназа. При дооснащении специальной аппаратуры его можно применять как командно-штабную машину, машину связи или же санитарный автомобиль, или же платформу для транспортировки оборудования радиоэлектронной борьбы. Бронеавтомобиль «Тигр». И с начала СВО этот легкий, но хорошо защищенный бронеавтомобиль используется для ведения разведки, стремительных рейдов по тылам противника, для сопровождения колонн и отдельных машин с важными грузами. Имеет уровень баллистической защиты по 3 и 5 классу в зависимости от функциональных обязанностей. На «Тигре» устанавливается самое различное вооружение. И вот такой репортаж у меня получился с репетицией Парада Победы 2024 года. И надеюсь, вам понравилось это видео. А если это так, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А поддержать мою работу вы можете через функцию спонсорства на канале или же через страничку на Бусти. Все ссылочки будут в описании. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.